Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и сегодня в Токи вышло новое обновление. Как мы знаем, в игре у нас есть младшая школа и университет, а сегодня нам наконец-то добавили старшую школу. И не просто старшую школу, а трехэтажную, представляете, там целых 3 этажа. По картинкам уже видно, что она очень красочная, а помимо этого нам добавили еще очень много новой одежды, причесок и так далее. И сегодня я хочу вам детально показать эту новую локацию, чтобы вы точно поняли, стоит ее покупать или все-таки нет. Но если вам стало интересно, то заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, но мы начинаем. Старшая школа находится на улице Окей, и вы только посмотрите, какая она красивая. Ну что, давайте уже поскорее отправимся на первый этаж и посмотрим, как же все выглядит внутри. И появляемся мы с вами сначала вот в таком дворике. Здесь стоит довольно молодой охранник с черными конфетками. На столике лежит тетрадка и новый салатик. Выглядит он, кстати, очень аппетитно. Вау, вы заметили эту вырезанную надпись на дереве? Так, ну теперь давайте пойдем, например, налево. Здесь у нас находится лифт и 4 шкафчика. Давайте откроем сначала первый. Ого, здесь так много вещей. Игрушка, 3 красивые кассеты. Блин, было бы классно, если бы их можно было куда-нибудь вставить. Очень милый пенал с зайчиком и мешок изумрудов. Они, кстати, все разной формы. На верхней полочке лежит 2 музыкальных инструмента. Игрушка, еще какой-то колокольчик и фотография. Второй ящик, видимо, девочки-фотографа, потому что здесь находится фотоаппарат, какие-то картинки. Новая спортивная одежда, вот так она выглядит на персонаже. На второй полке милая тетрадка и подставка с ручками. Третий шкафчик. Вау, посмотрите, какой красивый блокнот. Какие-то книги, снова одежда и очки. В этом обновлении вообще, кстати, будет очень много новой одежды, так что готовьтесь. И плакат, а на верхней полке находится контейнер для зубной щетки, розовое зеркальце, бутылка для воды и любовное письмо. Последний шкафчик самый красивый, вообще такой гламурный, здесь находится фотография, очень красивый блокнот с ручкой и жвачкой. А на нижней полочке расческа, пудра, опять этот мешочек и прокладки, интересно, конечно. Также тут какой-то напиток и фигурка, а рядом со шкафчиками находится огнетушитель. Ну и теперь переходим с вами в класс. Здесь стоит девочка, блин, мечта, чтобы в школе была такая школьная форма. А рядом лежит складной телефон, который нам уже выдавали на почте, но только здесь другие заставки. Кстати, обратите внимание на парты, они двойные и с наклейками. И тут даже есть отдельное место для инвалида. Учитель у нас тоже тут сидит такой модненький. Кстати, я заметила небольшой баг, что его очень сложно посадить на свое место. Вместо этого он постоянно садится за парту. В общем, тут он такой сидит, попивает чаек, а возле него стоит органайзер с бумагой и ручками. К сожалению, на стеллажах по бокам нет ничего интересного, только 2 новые книжки. Зато посмотрите, какая у нас есть большая интерактивная доска. На ней можно писать, выбрать любой цвет из 3 и также любой размер. А кроме этого, экран можно включить и также тут что-то писать, подчеркивать и так далее. Каждому уроку, кстати, есть какая-нибудь страница, и мне кажется, что это очень прикольно. А еще тут стоит ноутбук, и если его поставить на парту, то он перевернется. Вот такие на нем заставки. Теперь наконец-то идем с вами в другую сторону, и здесь, как видите, тоже стоят шкафчики. Но кроме этого в коридоре также есть кулер и почему-то пустая пробковая доска. Ну что, открываем первый ящик. На нижней полке находится расческа, помада и лак, блокнотик и снова прокладки. А на верхней находятся кристаллы, милая игрушка и какой-то листочек. Ого, посмотрите, как много еды находится во втором ящике, я в шоке. Ну, хотя, если бы в школе у нас были шкафчики, мой бы выглядел тоже примерно вот так. Вот столько в нижнем ящике еды, но из них всего 3 новинки. Это острые чипсы, желейные мишки и протеиновый батончик. На верхней полке находятся вот такие конфетки, это типа ментос, но только здесь он называется чило. И, кстати, в трейлере нам показали, что если их соединить с кока-колой, то будет взрыв. Давайте это проверим. Это сработало, офигеть! Также там находятся ножницы, нитки, еще еда и баллончик. В третьем ящике... О, тут всего одна одежда. Ну ладно, тогда вот так она выглядит на персонаже. Теперь посмотрим 4-й ящик. Ух ты, он такой красочный. На нижней полке находится стаканчик для карандашей. Кстати, карандашики очень милые. Также всякие швейные штучки. Ну а на верхней полке посмотрите, какой классный кнопочный телефон. Мне он очень нравится. Ну и последние здесь вещи — это тетрадка, ручка и карандаш. Ну и, наконец, класс, который здесь находится, это класс для искусства и творчества. Обратите, кстати, также внимание на новых персонажей, они очень красивые. А у девочки еще вот такие очки, которые надеваются на голову. Только я их случайно выбросила, но неважно, вы видели. У мальчика находится вот такая глина, которую можно превратить в нового Крампета. Жалко, конечно, что эта глина всего лишь одна, но все равно прикольно. Сзади него находятся мольберты с картинами, и если на них нажать, то из каракуля можно сделать вот такую красоту. Мольберты, кстати, можно брать в руки. В стене есть такой встроенный стеллаж, на котором лежит палитра, кисти и много красок. Также тут есть салфеточки, а на стене висят уже готовые картины. С другой стороны стеллаж еще больше и с раковиной, и здесь также находятся принадлежности для творчества. Все, наконец-то мы с вами посмотрели первый этаж, и теперь поднимаемся на второй. О, здесь снова находятся шкафчики, офигеть, только вместо одного шкафчика здесь стоит кулер. Открываем первый шкафчик,
здесь находится протеиновый батончик, скомканная одежда и очень красивый, на мой взгляд, скейт. На верхней полке стоит фигурка, опять этот мешочек с изумрудами, интересно, что они значат. Фиолетовая бутылка для воды и вот такой плакат. Для примерки давайте возьмем вот такую девочку, мне кажется, у нее очень милый наряд, и вот так выглядит костюм, который был в шкафчике. А во втором шкафчике ничего нет, ну ладно, тогда переходим к третьему. Ой, он весь такой мрачный, здесь находятся чернила, рисунки и недописанное любовное письмо. Офигеть, слушайте, мне кажется, что это шкафчик мальчика, который влюбился вот в эту девочку и теперь рисует ее, а в этом красном блокноте пишет стихи. Тут даже есть розочка. Блин, мне кажется, это очень мило. Тут также есть огнетушитель, а дальше находится женский туалет с кабинками. Немного, мне кажется, конечно, странно, что в этой школе только женский туалет, а мужского нет, ну ладно. Кстати, обратите внимание, что здесь есть автомат с прокладками. На самом деле, мне кажется, это очень круто, что разработчики освещают такую тему. Такой рюкзак у нас, кстати, уже очень давно есть в Креаторе, прям точно такой же, но розовый. Внутри него находится карточка от секретки, которую я вам покажу попозже. Опять этот мешочек, только уже с разноцветными камнями. И вот такая просто офигенная книга. Мне она очень сильно нравится. И, конечно, тут есть раковина. Кстати, у меня вытащилась какая-то помятая салфетка, ну ладно. Ой, оказывается, под скамейкой есть место для хранения, и здесь находится флеш. Кстати, в туалете есть еще очень интересная секретка, что если долго нажимать на вот эту решетку сверху, то будет вылазить белый голубь. Его, к сожалению, нельзя достать, но просто такой интересный прикол. А в другой стороне у нас с вами находится огромный спортзал. Но кроме физры и игр, здесь, кстати, проходят и другие мероприятия, например, всякие праздники, бал, Хэллоуин и так далее. Блин, вы только посмотрите на этих персонажей, я не могу, они мне очень сильно нравятся. Возле них также есть музыкальные инструменты, и вот так они звучат. Ну и дальше как раз вещи для всех праздников. Здесь стоит корзина с баскетбольными мячами. Также тут можно переключать музыку и танцы, и, конечно, менять тематику самого спортзала. Например, можно включить ночное небо для бала. Здесь, кстати, даже появляется фотозона, где можно сфоткаться. Также есть декорации для дискотеки, для Хэллоуина. Кстати, совсем скоро у нас уже Хэллоуин будет. Еще есть декорации для игр. Ну и получается все. В этом огромном стеллаже у нас находятся атрибуты для игр, одежда для черлидерш, ну и, конечно, помпончики. Кстати, к этой огромной тарелке с лимонадом можно понести стаканчик, и он сам наберется. По-моему, удобненько. Также тут есть костюмы для Хэллоуина. Только посмотрите на этого огромного динозавра. И еще есть миленький костюм русалки, видимо, тоже для Хэллоуина. Офигеть, посмотрите, сколько еще много новой одежды. Вау, солнышки, вы только посмотрите, как это красиво. О май гад, мне очень сильно нравятся эти платья. Еще есть вот такое платье, а дальше идут мужские костюмы. Они, я считаю, тоже очень красивые. Ну, еще есть вот такой серенький. Дальше идут складные столы и стулья. Их, кстати, можно брать в руки и перетаскивать. Ну и последнее, что тут есть, это микрофон, 2 музыкальных инструмента и еще один костюмчик. Ну и теперь я хочу вам показать секретку, про которую говорила. Для этого нам нужно достать карточку из рюкзака. Теперь поднимаем этот плакат и подносим карточку. И тогда у нас откроется потайное место. Точнее, это целая секретная комната на крыше. Помните те мешочки с кристалликами? Так вот, мне кажется, что у учеников есть какая-то игра с этими кристалликами и фигурками. Скорее всего, после уроков они все собираются в этой потайной комнате и играют. Ну что, 2 этажа мы уже посмотрели, остался только последний, 3. Теперь давайте пойдем в правую сторону. Здесь находится кабинет директора. У нее, кстати, на голове тоже эти крутые очки. Здесь есть такая бумага, из которой можно сделать оригами. Для этого на них нужно просто нажать. И у нас получается лебедь, корабль и динозаврик. Посмотрите, у нее кружка с солнышком, то есть с вами, как мило. Ну а на полках у нее разные прикольные штучки. Особенно мне понравился вот этот маленький макет школы. Что? Офигеть, посмотрите, какая крутая комната. Это либо учительская, либо кабинет психолога. Но, если честно, это абсолютно не важно. Она очень классная, я обожаю эту комнату. Возле входа стоит стеллаж с прикольными салфетками и аптечкой, в которой нет ничего интересного. На стеллаже находится милая фотография котика. А над рабочим столом висит очень много ярких картинок и фотографий. Кстати, прикольно, что их можно повесить на стену в любое место. На столе стоит очень красивая кружка. Так, тут кто-то получил 3 с минусом. Ой, вот эта зона мне прямо очень нравится. Тут сидит еще такая собачка на пуфике. На подоконнике много всяких растений, как и новых, так и старых. И еще есть вот такая маленькая картинка. Ой, еще я не заметила, есть подушка в виде радуги. Кстати, на подоконнике можно заметить вот такой кактус в горшке. И если его поднять, то там будет такой миленький монстрик. Идем в другую сторону. Здесь находится служебное помещение для уборщицы. Самой уборщицы почему-то в школе нет, но зато есть ее костюм, который довольно симпатичный. Дальше находится еще один маленький кабинет. Если честно, не знаю, для чего он, в нашей школе такого не было. Скорее всего, это место, чтобы делать домашние задания или какие-нибудь проекты, если у тебя, например, дома нет мотивации. На полу стоит коробка с флаерами на пром. Пром — это такой школьный бал в Америке, который проходит каждый год. Еще на полу есть гитара, давайте тоже на ней поиграем.
На доске также висят какие-то плакаты, а сверху шкафа есть еще одна коробка снова с этим же динозавром и табличками Yes, No. Внутри шкафа ничего интересного, тоже какая-то новая одежда, школьный компьютер и еще один плакат. Кстати, если убрать папки со стеллажа, то можно найти кнопку, которая откроет пробковую доску, где прячется Крампет-монстр, который спит в своей средневековой комнате. Ну и последнее, что есть в этой школе, это столовая, которая находится на балконе. Мне кажется, это немного не очень безопасно, но, видимо, разработчики так не считают. Почему в столовой нет продавца? Это странно, ну ладно. На самом деле, новой еды здесь никакой не появилось, только вот салатик и сэндвичи из черного хлеба. Девочки на балконе, кстати, очень красивые, прям такие модницы и с новыми телефонами. Ну что ж, на этом все. Вот такое видео у меня сегодня получилось. Обязательно пишите в комментариях, как вам эта локация, понравилась или нет. Мне она очень сильно понравилась. Наверное, это теперь будет моя самая любимая локация, и я вам обязательно ее советую. В этой локации очень много нужных, красивых вещей и одежды. Да и сама школа сама по себе как локация очень полезна, так что я вам ее от души советую. Ну что ж, на этом все, солнышки. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать приятные комментарии. А также не забывайте смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Всем большое спасибо за просмотр, всех люблю и всем пока-пока!